Понять время непросто. Например, нашей планете 4,5 миллиарда лет. Это много. Первые полмиллиарда она остывала. Еще миллиард ей потребовался, чтобы появились водоросли. Человек появился 6 миллионов лет назад. А что такое время и как его измерить, он придумал 3000 лет назад. Год, месяц, час, секунда, миллисекунда. Человек спешит. И с каждым годом он движется все быстрее, быстрее, быстрее. Но природа нетороплива. И далеко не всегда человеку удается установить свои правила. Здесь, в Анадыре, время живет иначе. Полярные дни сменяются полярными ночами, и, кажется, сбиваешься с толку, где ты, когда. Оттого неудивительно, что путников встречает памятник Николаю Чудотворцу, покровителю путешественников. И не зря ведь эти земли помнят эпоху великих открытий, подвиги Семена Дежнева и других первооткрывателей. Памятник Николаю Чудотворцу стоит здесь даже сейчас, когда у нас есть самолеты, автомобили. А что было тогда, когда люди смотрели видео в разрешении 4:3? Что было в 17 веке? Это самая подробная карта того времени. Вот мы можем узнать Италию. Да, вот Великобритания, значит, Шотландия, Крым, Черное море, где-то тут Москва. А это Сибирь? Да, Сибирь еще не была исследована. Российское государство успело дойти только до Колымы. Но что дальше? Терра инкогнита. Семен Дежнев, служилый человек, как он себя называл в письмах, в 1649 году... А в нынешнем году с Колымы реки вышел я со товарищей для прииска новых землиц и пролива в теплое море. Шли мы 60 человек на 6 кочах, служивые, купцы да охочие люди. За Чаунской губой 2 коча погибли, 2 других льдами затерли. Мы же во льдах непроходимых мерзли и в водной пучине гибли. И к концу похода только 13 людишек твоих в живых и осталось. Остатки команды спасались от холода, а в битве с алеутами смертельно ранили Семена Дежнева. Узнать о Семене Дежневе можно в Анадырском музее. Впрочем, узнать можно не только о нем, но и о тех самых алеутах, нам более известных как чукчи. Ходишь здесь, и одна мысль в голове. Как хорошо, что я сталкиваюсь с этим в музее, а не как Семен Дежнев. Вот, и не холодно, и не страшно. Целый зал в музее отведен под экспозицию, посвященную гонкам на собачьих упряжках, впервые прошедшую в 1991 году между советскими чукчами и американскими эскимосами. И если это покажется вам неважным, то знайте, что эти народы воевали столетиями, а их последняя война пришлась на 48-й год. 2 сверхдержавы на пороге войны, атомное оружие, весь мир на кону. Впрочем, это было давно, а надежда порой творит чудеса. Надеялся и Семен Дежнев с командой. Здесь будут. Куда иду? Собака шкуру свою спасает. Алеуты отступили. И в 1651 году было начато строительство самого северного острога России – Анадыря. Во главе его встал вылечившийся Семен Дежнев. А 1 сентября вышли мы с Федотом Поповым на 2 кочах, недоходимому доселе большому каменному носу. И тот нос обошли. Самый-самый. К храму это тоже относится. Кафедральный собор Троицы Живоначальной – это самый большой храм, построенный на вечной мерзлоте. Деревянный храм будто стоит здесь уже 1000 лет, хотя построен он в 2004 году.
давно это или недавно. Здесь, на вечной мерзлоте, понимаешь, что это не важно. Важно понимать, какое время выпало тебе, и понимать, что и в твое время есть место